И вот после такого коротенького выступления, друзья, я рад вас снова приветствовать на канале Веселый Инженер. Как вы догадались, сегодня тема обработка металла давлением. Перед тем, как мы начнем, не забудьте, что есть телеграм-канал сообщества инженеров, и подпишитесь в группу ВКонтакте Веселый Инженер. Там достаточно много интересного по нашей тематике. Итак, сущность обработки металлов давлением. То есть вы уже поняли, наверное, из этих вот слайдов, которые были, что сущность обработки металлов давлением состоит в том, что на материал воздействует внешней нагрузкой, величина которой превышает значение его предела упругости, получаются новые устойчивые положения кристаллической решетки. Такое явление получило название пластическая деформация. Она бывает основных двух видов, то есть это может быть холодная обработка металлов, которая осуществляется при температуре, находящейся ниже температуры, при которой они рекристаллизуются. А также может быть и второй вариант – горячая обработка металла, которая выполняется при температуре, которая выше температуры его рекристаллизации. Это два основных вида обработки металлов давления, которые мы сегодня с вами, друзья, рассмотрим. Первое – это, естественно, прокатка. Второе – это ковка. Прокатка – это самый популярный. Ковка, прессование, волочение, объемное штампование, листовое штампование и комбинированные способы. Итак, начинаем мы, как положено, с прокатки. Итак, что же такое прокатка? Прокатка – это обработка давлением заготовок из металла, в ходе которой на них воздействуют прокатные валки. Не волки, повторяю, а валки. Различают три основных вида прокатки: продольная, поперечная и поперечно-винтовая. Итак, продольная – это валки, вот эти вот, которые вы видите. Они вращаются в противоположные стороны, тем самым затягивая заготовку и пропуская ее через себя. Поперечная – валки вращаются в одну сторону, заготовка вращается в другую. Причем на нее действует усилие, которое прижимает ее, собственно говоря, к валкам. И поперечно-винтовая – это что-то смешанное, то есть валки здесь вращаются в одну сторону, через них проходит заготовка, и получается вот такой окончательный, так сказать, вариант. Итак, ковка. Смотрим ковку. Ковка – это, конечно, наверное, если так из названия, да, то самый такой древний способ изготовления. Ковка была еще там много лет, тысячи лет до нашей эры, люди пользовались. Но в современном производстве, естественно, перед началом ковки деталь нагревают. Величина нагрева зависит от марки металла, из которого она изготовлена. Это естественно. Существует также несколько методик ковки. Первое – это выполняемое на пневматическом, гидравлическом и паровоздушном оборудовании. Второе – это штамповка. Третья – ковка вручную, то, что мы видим здесь. Как вы видите, бывают достаточно большие заготовки, но весь смысл ковки, что одна часть оборудования остается неподвижная, а вторая часть движется и совершает поступательное движение, чем самым сплющивая так называемую заготовку. То есть, как видите, сейчас механизация уже на достаточно большом уровне, поэтому получаются достаточно неплохие геометрические параметры заготовок, а также их размеров. Прессование. Прессование – различные оборудования, так называемая пресса, используется. Прессование – это процесс получения изделий путем выдавливания нагретого металла из замкнутой полости или контейнера, как его называют, через отверстие инструмента матрицы. То есть инструмента называют матрица. Существует два способа прессования – прямой и обратный. Смотрите, прямой способ – это при прямом прессовании металл выдавливается в направлении движения пуансона. То есть вот видите пуансон, сверху прикладывается сила, она толкает металл, и он выходит через нашу контейнер, из нашего контейнера, то есть выдавливается вниз. Это такое вот прессование прямое, так называемое. Есть также обратное прессование металла. Это движется из контейнера навстречу движению пуансона. То есть вот пуансон идет снизу, он упирается сверху в контейнере, и металл выходит сюда через высвободившееся отверстие. Не отверстие там. Будем говорить, что это, к примеру, отверстие.
Основные достоинства такого метода – это точность прессованных профилей выше, чем прокатных. Можно получать профили самых сложных форм. Смена инструмента не требует больших затрат времени. Высокая производительность за счет высокой степени деформации. Изделие получается за один ход инструмента. Есть также недостатки этого метода. Большой отход металла, пресс-остаток, то есть при прессовании получается 10-20% отхода металла. Неравномерность деформации в контейнере. Высокая стоимость, большой износ инструмента, необходимо мощное оборудование иметь. Второе, это у нас волочение. И перед тем, как мы начнем, я вас попрошу подписаться и поставить лайк этому видео, потому что я очень старался и достаточно много времени на это потратил. Собственно говоря, что такое у нас процесс волочения? Это изготовление профилей путем протягивания заготовки через постепенно сужающееся отверстие в инструменте волоки или фильер, как его называют, да? То есть волок именно на О, как видите, ударение. Смотрите, весь процесс заключается в чем? То есть заготовка, вот видите, 1, есть волок, он же фильера, 2, и есть тяга, 3. То есть происходит тяга или захват, тяга по-разному называют, тянет заготовку, которая проходит через волок или фильеру и получает свою уже окончательный размер или форму. Вот сам волок, смотрите, как он выглядит. У него есть 4 основных зоны. То есть первая — это входная смазочная зона. Вторая — это деформирующая рабочая. Угол обычно от 8 до 24 градусов колеблется вот этот вот альфа. 3 — калибрующая часть, которая уже придает, так сказать, основной, постоянный размер, который мы хотим получить. И выходной конус. Изготавливаю такие волоки из твердых сплавов, керамики, а также из технических алмазов. У такого метода тоже есть свои достоинства и свои недостатки. Достоинство — это высокая точность размеров, допуски измеряются в сотых долях миллиметра, малая шероховатость поверхности, возможность получать тонкостенные профили, высокая производительность, малое количество отходов, просто и быстро можно заменить инструмент, он же волок. Есть и недостатки. Неизбежность наклепа, следовательно, необходимо отжигать деталь после такой операции. Обжатие за один проход невелико, то есть бывает, что необходимо несколько раз проводить волочение, чтобы получить окончательный размер. Итак, объемное штампование. Называют также горячая объемная штамповка. Процесс получения изделий пластическим деформированием нагретой заготовки с помощью специального инструмента, он же называется штамп. Исходной заготовкой для штамповки является раскроенный прокат простого профиля. То есть это обычно такая как болваночка, да, цилиндрическая. По получаемому уже изделие на выходе штампованной паковкой. Собственно говоря, все паковки изготавливают таким способом. Вот так это выглядит. То есть, опять же, видите, штамп имеет здесь снизу, который неподвижный, форму, и сверху, которую мы хотим получить. Сейчас все станет понятно. Вот такая вот заготовка устанавливается, да, обычная такая чушка цилиндрическая. И потом сверху штамп замыкается, и металлу деваться некуда, он расплывается, повторяя форму штампа верхнего и нижнего. Форма также может быть различной. То есть, все знают, как изготавливаются паковки, то есть различные формы мы можем получить с помощью такого объемного штампования. Также есть свои достоинства и недостатки по сравнению с ковкой. Достоинство — это большая производительность и более высокая точность, припуски в 2-3 раза меньше. Недостатки — высокая стоимость инструмента, штампы достаточно дорогие, поэтому используются только при серийном выпуске заготовок. Необходимость большой мощности оборудования, и нельзя деформировать очень тяжелые заготовки весом десятки и сотни тонн. То есть их, к сожалению, таким методом получить не получится у нас. Дальше мы переходим к листовое штампование. Листовое штампование также метод достаточно интересный. То есть, много чего получает, никакие поверхности получает таким методом. Холодная листовая штамповка — это получение плоских и пространственных изделий из заготовки в виде листа, полосы, либо ленты. Исходная заготовка обычно не более 10 мм имеет толщину.
То есть более уже не получится ее, так сказать, выдавить, какие-то отверстия. То есть это уже необходим какой-то супер инструмент. Есть два вида. Это формообразующая, то есть у нас какой-то берем мы лист, задавливаем сюда и получаем вот такой уголок. Да? То есть придаем просто ему какую-то форму. А также есть разделительная, то есть это разделительная, мы где-то прошиваем какие-то отверстия в ней, то есть делаем, да, где-то выгибаем вот такие вот, видите, тоже такие вот формочки специальные. Это называется разделительное штампование. Способ обработки металлов: также можете сделать себе принт-скрин, вот такой таблички. Здесь, видите, есть название самого процесса, где он происходит, какой инструмент, оборудование, заготовка используется, производится ли нагрев, какая величина деформации или какие заготовки можно получить. Можете вот так вот скопировать себе, сделать принт-скрин, распечатать и повесить на стеночку, чтобы вам было проще получать информацию и нигде ее больше не искать, а просто черпать со своей, как говорится, рабочей стены. А на этом у меня все, друзья. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и дизлайки. Жду вас в группе ВКонтакте и в сообществе инженеров Веселый инженер. Пока-пока.